Сегодня мы поняли простую истину. Чем больше стаж у мастера, тем больше у него всякой трихомундии завалялось. Поэтому в этом уроке достаем с вами все наши битые стекла, все наши блестки и будем колеровать красивущие, яркие гель. Ну, а если вы работаете недавно, то можно использовать Candy гель. Будем добавлять в него неоновые пигменты и получать разную красоту. Смотрите, берем Candy, добавляем, например, неоновый желтый пигментик и еще чего-нибудь замесим в виде битого стекла. Его можно взять беленькое, его можно взять просто пыль какую-то добавить. Все равно будет тоже очень-очень красиво. Ну и за основу мы берем Crystal гель. Это гель, который прозрачный, как стекло. Каждый год с наступлением лета мы всегда колируем себе яркие оттенки. Наши клиенты очень любят, чтобы было эффектно, чтобы было ярко. Я буду делать по 2 типса. Один типс буду полностью делать из блесток. Вы смотрите, пожалуйста, сами. Если ваши клиенты любят короткие ногти, значит делайте небольшую длину. Если у вас клиенты носят все-таки приличную длину, можно вытянуть и сделать ногти чуть подлиннее, чтобы, ну, конечно, эффектнее смотрится дизайн на ногтях чуть-чуть подлиннее. Второй типс я начинаю с молочки, ее нужно растянуть в градиентик. А так на самом деле, как бы мы на ногти делали, мы возьмем верхнюю форму, положим гель с блестками, отступив от кутикулы 3-4 миллиметра. Опустим верхнюю форму, посушим и уже сверху натянем молочку, чтобы получился плавный переход. То есть молочный гель у нас будет около кутикулы уже после опила. Самый популярный гель, конечно же, у нас из молочных это 23-й. Это чистая молочка, тоже которую можно замешивать и делать ее неоновой, вы уже знаете. А свободный край можно сделать чисто прозрачный. Посмотрите, я здесь добавила кристалла. И вот такая получается у нас яркая красота. Просто это ногти флуоресцентные, вырви глаз. Я думаю, что все наши клиенты хотят выделяться, а нам, чтобы заработать клиентскую базу, чтобы собрать и запустить этот сарафан, нужно, конечно же, делать себе и продающие витрины, и удивлять клиентов новеньким. Но не обязательно все это скупать, можно все это сделать своими руками. Тем более, я думаю, что действительно всех этих блесточек, всяких фольгушечек у вас куча и просто миллион. Я делаю еще оранжевый вариант. Обязательно сделайте белый, молочный, потому что это, конечно, самый популярный цвет, но здесь мы направлены именно на то, чтобы отколеровать яркие оттенки к лету. Всегда я понемногу добавляю именно неоновый пигмент для того, чтобы было очень-очень ярко. Но вы можете также работать и без добавления неонового пигмента. Просто здесь я хочу еще нарисовать френчи и также буду колеровать белый гель-лак с неоновым пигментом, чтобы у меня цвет фона совпал по оттенку с цветом френча, чтобы было красиво. Смешаем зеленый оттенок. Также можно смешать фиолетовый. Фиолетовый и в чистом виде здесь получается яркий, потому что блестки сами по себе яркие. Но я все равно добавлю небольшую чуточку неонового пигмента. Здесь просто будет фиолетовый, вырви глаз. Конечно, аккуратно с пигментом. Если добавите очень-очень много, может не просохнуть наш с вами гель. В белый гель-лак также мы добавляем пигмент, но заранее смешивать не рекомендую, так как может все это дело у вас высохнуть и летит мусор, все это пачкается, и потом во френче весь этот мусор будет все равно виден. Посмотрите, какие яркие получаются красивые оттенки, и давайте поработаем с френчем. У многих, конечно же, с этим проблема. Итак, если у нас в этой точке вросты,
а здесь у нас подушечка пальца заканчивается, то от подушечки пальца мы делим свободный край пополам, если у нас длина не больше, чем 1:1. То есть свободный край у нас не длиннее натурального ложа. Дальше по центру, да, рисуем такую букву А. От роста прямая линия с одной стороны, и с другой стороны также прямая линия. Использую я кисть линеарная 5/0, очень удобная кисточка, черная синтетика. Здесь теперь от середины мы убираем уголочек, и с другой стороны также убираем угол, сглаживаем. Получается очень красивый, очень ровный френч. Через схему намного проще рисовать, потому что вы будете меньше подтирать, все получается ровнее. И я работаю уже так давно, мне кажется, это самая удобная, самая быстрая схема. Начинаем мы рисовать всегда с безымянного пальца, так как именно на безымянном пальце вросты самые низкие. Этот палец у нас не рабочий, чтобы френч у нас получился с вами одинаковый. Здесь я разношу гель-лак именно тоненькой кисточкой, так, чтобы его не наливать, но и чтобы лежал он довольно-таки плотно. К вросту мы подходим вверх кистью. И теперь сушим. Вот теперь очень важно, сушить нужно 2 минуты, не меньше, так как плотность цвета очень-очень сильная. Покрываем топом Crystal. Этот топ идеально подходит именно для френча. Вы по одному пальчику переворачиваете, и он у вас выравнивается. И посмотрите, какая красота получается, просто вырви глаз. Это ногти не просто яркие, они еще и флуоресцентные благодаря пигменту, будут даже ночью светиться. А уж если ваши клиенты ходят куда-то в клуб, то, поверьте, все будут в восторге.